Сама квартира очень уютная и светлая. Около нашего бассейна живет игуана. И он что, не работает? Чтобы просто арендовать, нужно пройти многоступенчатую проверку. Мне не нравится. Ну, будем это все отмывать. Этого делать нельзя. Это запрещено. На парковке даже полиция стоит. Привет, я Настя. Уже почти год, как мы снимаем квартиру в Майами. Я сделала для вас рум-тур и честный обзор на жилье в США с ценами. В своем блоге я буду много рассказывать про иммиграцию. Поддержите меня лайком и подпиской. И пойдемте смотреть квартиру. Это здание административного офиса нашего кондоминиума. Здесь мы проходили интервью для того, чтобы сюда заселиться. И собирали очень-очень-очень много бумаг и документов для того, чтобы нам разрешили здесь жить. Кондоминиум состоит из 4-5-этажных зданий, и внутри находится двор. Двор состоит из парковки, она, к сожалению, не крытая. Для Флориды, конечно, это минус, потому что машины сильно нагреваются. Для каждого арендатора положено одно парковочное место бесплатно. Также парковка для гостей отдельная. И еще важный плюс, что у каждого парковочного места есть свой номер. Hola. Hi. Вот за этим зданием океан. Не за этими высотками. На парковке даже полиция стоит. Наверное, полицейский здесь какой-нибудь живет. Во дворе также находится бассейн. Бассейн довольно большой. Мы любим проводить здесь время. Очень комфортно, что бассейн подогревают зимой, так как океан в это время года довольно холодный. В бассейне очень любят проводить время не только люди, но и игуаны. Это душ. Очень люблю его. Можно включить. О! Здесь еще есть небольшой садик, но довольно уютненький. Над каждой лавочкой есть тент для отдыха. В этом кондоминиуме, к сожалению, нет детской площадки, но, в принципе, от нашего дома в пешей доступности есть 5 парков для детей. Кондоминиум очень безопасный, он огорожен, повсюду есть камеры. И у нас даже было несколько прецедентов, когда потребовалось обращаться к security, и они отлично сработали. Зашли мы со стороны океана. Вот наш подъезд, наше лобби. Почтовые ящики. Обратите внимание, открывается не один ящик, а вся стена. Нам каждый день приходит много писем, в основном предложения от банков. Представляете, в Америке по почте приходят все самые важные документы. Грин-карта, денежные чеки, банковские карты, водительские права. Сначала было очень непривычно. Мы приехали на наш этаж. Сейчас я вам покажу прачечную нашу. Ой. Так, это 2 стиральные машины, а это 2 сушильные машины. Стоит это $1.75. Вентиляция обеспечивается вентилятором. И здесь мусоропровод. Интересный факт. Картонный мусоропровод выбрасывать нельзя. Его отвозим в специально отведенное место. Сейчас будет самое интересное. Мы пойдем смотреть нашу квартиру. Только снимайте обувь. Квартира небольшая, порядка 90 метров. Но мне здесь очень нравится планировка. И здесь очень много шкафов, где можно спрятать все. Здесь спрячем чемоданы и коляску. Наши верные помощники в уборке. Мебель вся из Икеи. Мне очень нравится здесь, что здесь окна в пол. Здесь бывает очень красиво вечером, когда закат. Давайте пройдемте на балкон. Здесь любимое место Софии. Она здесь играет. Ну и здесь мы также отдыхаем. Здесь еще стоят наши пляжные кресла, потому что их больше некуда поставить. Здесь очень красиво вечером, и во время заката остаются тени от жалюзи по всей квартире. Такая красивая тень. Во второй половине дня солнце переходит на восточную сторону и светит прямо нам в окна. Поэтому температура сильно повышается в квартире, и мы стараемся закрывать жалюзи, помогать кондиционеру. Практически во всех американских квартирах есть противопожарная система. Несмотря на то, что это очень старый дом, система очень хорошо работает. Один раз даже она заработала. Звук просто невероятной громкости. Он сработал ночью, когда мы спали. Мы, конечно, сильно испугались. Приехала пожарная машина.
но либо это была ошибка какая-то, либо пожар потушили, не знаю. У нас в здании было все хорошо, но сигнализация сработала во всем кондоминиуме. Есть один минус: у нас нет сплинкеров. То есть система работает, но в случае пожара сплинкеров нет. То есть тушить придется самим. В коридоре есть огнетушители. На время съемки я выключаю кондиционер, потому что он очень громкий. Это один из главных минусов, пожалуй, этого кондоминиума. Сейчас я вам его покажу в действии. Так, смотрите, вот я его включаю, и он что, не работает? Он? Да, слышно, как будто я в самолете работаю. Здесь другая система кондиционирования. Для каждой квартиры кондиционеры не висят за окном, как у нас в России, да, а находятся на крыше. Сейчас самое пекло, и кондиционер, если я вот выставляю кондиционер на 75 градусов, и он может опустить только до 79. Это 26 градусов в комнате, ну, в квартире у нас. Если его не включать, то температура поднимется до 90. 90 градусов – это 32 градуса Цельсия. Пойдемте на кухню, сейчас покажу особенности американской кухни. Ну, во-первых, это огромная бытовая техника. Холодильник, плита, посудомоечная машина. И практически в любой американской квартире есть холодильник, который делает лед, айсмейкер. Смотрите. Американцы очень любят лед, ледяные напитки, даже чай они пьют ледяной, со льдом. Нам очень повезло, квартира была после ремонта, и кухня была совершенно новая, мы даже наклейки отдирали. Много мест для хранения. Этот шкаф покажу маленький. Здесь мы храним продукты, здесь моя рабочая зона. Я очень люблю это окно, можно готовить ужин, наслаждаясь багровым майамским закатом. Здесь вот наш помощник убирается. Давайте посмотрим ванную комнату нашу. Она небольшая. Здесь есть одна раковина, унитаз и сама ванная. И стульчик для Сонечки. Как правило, в американских квартирах нет вот этой съемной лейки. Мы ее устанавливали сами. Какой-то такой вот стандарт в американских квартирах, когда есть лейка только сверху. Мраморная плитка. Обратите внимание, какая маленькая ванна. Точнее, она по размеру стандартная, но по высоте где-то, наверное, в половину обычной ванны. Моя ладонь. Ну, 2,5 ладони моих. Удобно, конечно, для ребенка. Он может заходить и выходить сам. Но для меня не очень удобно. Так, это у нас гостевой санузел. Он небольшой. Здесь Сонькин жилет висит, унитаз, раковина. Ну вот, собственно, все. А сейчас я вам покажу мою самую любимую комнату. Та-дам! Батут, на котором София любит прыгать, очень классный. Все игрушки, немножко разрисованных стен, но будем это все отмывать, точнее, будем это все закрашивать. Так, здесь создается высокое современное искусство. Вот это наша спальня с мужем. Напомню, что всю мебель мы покупали сами в Икее. В Америке Икеа совсем не дешевый магазин, но с привычным дизайном и функционалом, поэтому мы выбрали его. Сколько на это потратили, расскажу далее. Что нужно для того, чтобы арендовать квартиру в Америке? Ну, например, в России квартиру можно взять в ипотеку по 3 документам. А в США, чтобы просто арендовать, нужно пройти многоступенчатую проверку, интервью и, ну, давайте обо всем поподробнее. Для аренды квартиры нужен кредитный рейтинг, но если у вас его нет, то подойдет выписка за год с российского банка. Предоставить все документы, включая паспорт, СН-номер, грин-карту, свидетельство о рождении всех членов семьи и свидетельство о браке.
Пройти интервью с одним из сотрудников кондоминиума. Интервью проходит в формате вопросов: а почему вы выбрали наш кондоминиум? А где вы работаете? А кем вы работаете? И, конечно же, предупреждали о последствиях нарушения правопорядка на случай сдачи квартиры в субаренду. Этого делать нельзя. Это запрещено. И это еще не все. Необходимо предоставить 2 рекомендации от ваших друзей, которые проживают в Америке. Вдруг вы не очень адекватные люди. Спасибо нашим друзьям, которые помогли сделать такие рекомендации. Без них квартиру арендовать было бы сложнее. Обязательно требуется пройти бэкграунд-чек. Это проверка вас на нарушение закона. Заполняете все ваши данные на сайте и оплачиваете эту проверку. Стоит $50 на человека. Затем необходимо внести депозит администрации кондоминиума. На случай, если вы что-то сломаете, повредите, депозит возвратный, вы его получите после окончания аренды. Но только в том случае, если вы не повредили имущество кондоминиума. Итак, все документы сданы, проверки пройдены. Сюрприз! Не факт, что вас заселят. Ждите официального одобрения. Если вам ответили «да», то вам необходимо будет внести еще 3 платежа за аренду. За первый месяц, за последний и депозит владельцу квартиры. Да, условий много и для русского человека, мягко говоря, непривычно. Но все, конечно, прописано в договоре. Кстати, в нем же прописаны все штрафы на случай повреждения имущества или задержки платежа. Так, сколько же все это стоит? Считаем. $2600 в месяц стоит эта квартира. И это не премиальный, а достаточно простой кондоминиум. За 3 платежа, первый, последний и депозит, мы отдали $7800. $500 мы отдали офису кондоминиума. $500 была страховка на период переезда. На случай, если при переезде мы повредим какое-то имущество кондоминиума, ну, например, мы поцарапаем лифт или стены. Эта сумма возвращается, я ее не считаю, но нужно иметь в виду, что она будет некоторое время в залоге. $30 за открытие личного счета коммунальных платежей. Возвращается только при смене места жительства. Я надеюсь, что при следующей аренде мы уже не будем платить эту сумму, поскольку у нас уже есть кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг в США влияет не только на возможность взять ипотеку или автокредит под хорошие проценты, но и на возможность снять выгодно жилье, а также устроиться на работу. Еще $150 мы отдали за подачу заявки на аренду квартиры. За бэкграунд-чек мы отдали еще $100. Мы отдали $8850 за возможность жить в пустой квартире. Да, квартиры в США сдаются без мебели, поэтому нам нужно было ее еще обставить. Мы потратили еще почти $10 000 для того, чтобы купить всю мебель в Икее. В общем, если посчитать мебель и предметы первой необходимости, получается $18 850. Да, цены кусаются, но мы все равно выбрали этот кондоминиум и эту квартиру, и вот почему. В первую очередь нам была важна близость к океану и развитая инфраструктура в пешей доступности. Первые несколько месяцев после приезда в США мы ходили на океан почти каждый день, иногда даже 2 раза в день. Снимали с себя пережитый за год стресс. Если вы смотрели мое видео о получении грин-карты, то вы поймете, о чем я. Безопасность. Комплекс огорожен и закрыт. Повсюду находятся камеры и круглосуточная охрана. Чистота. Здесь правда не к чему придраться. Всю территорию, в том числе внутри самих билдингов, регулярно убирают. Сама квартира очень уютная и светлая, и, как вы могли заметить, все наши окна в пол, и очень важно, везде ламинат. В американских квартирах чаще всего вы встретите холодную плитку по всей квартире. Хорошие соседи. Наши соседи – это американцы, которые имеют здесь жилье уже много-много лет, а также довольно приличные иммигранты. Ну и мое любимое, здесь много живности. Около нашего бассейна живет игуана, во дворе бегают еноты, опоссумы и ящерицы. В общем, спорный, наверное, плюс, но мне нравится. А вот что реально плохо и неудобно. Первое – это прачечная. Во-первых, за нее нужно платить. Во-вторых, она бывает занята. В-третьих, стирать в общей прачечной с вещами с других людей мне не нравится. Нет кондиционирования в подъезде. Летом очень душно, и ты просто несешься быстрее до квартиры, где работает кондиционер. Насекомые. Представляете, у нас в новой квартире были огромные летающие муравьи. И к нам в квартиру даже забегала ящерица. Точнее, мы ее просто нашли дома, в доме, в квартире. Но на самом деле этот минус есть везде. Даже в дорогих билдингах есть много насекомых.
Нет балкона. Летом, конечно, очень душно, но зимой хочется посидеть, подышать свежим воздухом, не выходя из квартиры. И самый очевидный минус: наш кондоминиум не такой современный, как хотелось бы. Возможность жить так близко к океану перекрывает все минусы. Совсем скоро заканчивается наша аренда. Я пока не знаю, где мы будем жить, но, скорее всего, у вас появится возможность увидеть новый рум-тур. Напишите в комментариях, арендовали бы вы такую квартиру и на что обращаете внимание в первую очередь при выборе жилья. Обязательно подписывайтесь на мой канал и смотрите другие видео об эмиграции в США. До встречи!